Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы с вами продолжим работу над нашим красным платьем. И вот сегодня я буду вязать вот такую вот ленту для платья. Это у нас спинка, это полочка. Вот смотрите, лента будет проходить от низа платья, доходить до подмышки, потом будет переходить на сторону полочки. И после линии плеча будут переходить на горловинку. Потом опять возвращаться на полочку и возвращаться на спинку до низа. Вам нужно сантиметровой лентой на своей выкройке или на своей фигуре попросить кого-то измерить вот эти вот длины. Вот эту, вот эту, вот эту. Сложить все длины, и тогда вы будете знать, какой длины ленту нам нужно вязать. У меня получилось, у меня рост маленький, поэтому у меня получилось где-то 2,20. Если лента получится у вас короче, вы можете ее не до низа юбки выкладывать. Если получится длиннее, можно выложить ее вот здесь вот пошире, горловинку. Ну, в общем, я думаю, что лучше ленту сделать короче. Лучше потом вот внизу где-то тут потом какой-то другой элементик прицепить, если вдруг получится. Я буду вязать ленту длиной где-то 2 метра 30 сантиметров. Вязание мы начинаем все теми же нитками, да, Макси у нас. Мы ими работаем все платье. Основу этой ленты мы начнем вязать шнур гусеничку, да, так же как и обычно. Делаем первую петлю. Вот, сделали первую петлю. Делаем 2 воздушных петли. Во вторую петлю от крючка, вот в эту, да, вводим крючок и делаем столбик без накида. Вот, получился, да. Теперь поворачиваем и вот в эту маленькую петельку сбоку вводим крючок и снова делаем столбик без накида. Это второй столбик. Снова поворачиваем, видим сбоку 2 петельки, 1, 2, и вяжем третий столбик без накида. Вот за 2 петельки. Поворачиваем, снова видим 2 петельки. И снова вяжем столбик без накида. И таким образом мы продолжаем вязание, пока у нас этот шнур не достигнет длины 2 метра 30 сантиметров. Проверяем так аккуратненько, да, 1,5, 2 и вот 30 сантиметров. Ну вот у меня получилось чуть больше, 33 сантиметра. Вот такая вот длина шнура у нас. Еще раз повторяю, что длину шнура каждый вычисляет для себя индивидуально, в зависимости от того, какие у вас получатся результаты, когда вы измерите свое платье. У меня получилось 2,30. Если у вас шире, больше размер или выше рост, у вас этот шнур может быть длиннее. Ну, по-моему, самый маленький это у меня, потому что у меня рост маленький, 152, и у меня платье будет до колена, и размер у меня тоже маленький. Поэтому, если вы больше, то смело берите и 2,5, и 2,60 шнур. Ну, промеряйте обязательно сантиметровой лентой всю линию, по которой будет выкладываться этот шнур на вашем платье. Итак, следующий этап. Следующий этап, вот мы с вами сделали основу, да, шнур гусеничку. Теперь нам надо его красивенько обвязать. Что мы будем делать? Мы с вами делаем 3 петли подъема поворота, 3 воздушных петли, 1, 2, 2, 3. Вот теперь смотрите. Вот вот эту вот петельку мы пропустим, пусть она будет как бы свободная, да.
А вот в эту петельку, в следующую, мы с вами будем вязать столбик с накидом. Делаем накид, вводим крючок в петельку и вяжем столбик. 2, 3. Вот у нас получился такой столбик с накидом. Теперь обовьем столбик 5 парами витков. Спереди поднимаем ниточку, заводим крючок за столбик и вытягиваем ниточку сзади. Вот это одна пара. Снова спереди поднимаем ниточку и сзади вторая пара. Снова спереди, сзади третья пара, четвертая и пятая. Вот так у нас получается, мы весь столбик обвили 5 парами витков. Теперь поднимаем ниточку и протягиваем ее через все петли на крючке. О, протянулась. Теперь смотрите, внизу мы видим вот петельки, да, в следующей петельке, которые мы будем вязать. Ниточка тоже находится внизу под обвитым столбиком. Вводим крючок в следующую петельку, да, и вытягиваем рабочую ниточку. Вот, протянули. Теперь вводим крючок в следующую петельку на шнуре и снова вытягиваем рабочую нить через 2 петли. Вот так. Вот. Получается, мы провязали как бы вот здесь вот 2 глухих петли. Теперь делаем 1, 2, 2 воздушных петли сделали, и третьим приемом протягиваем через обе петли. Протянули. Вот. Вот у нас получается рядышком с обвитым столбиком столбик из воздушных петель. И его мы точно так же обвиваем 5 парами витков. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 и 5 пара. Вот смотрите, опять обвили 5 пар витков. Снова протягиваем ниточку через все петли на крючке. И опять ниточка у нас внизу под обвитым столбиком. Крючок вводим в следующую петлю на шнуре. Протягиваем раз. Опять в следующую петлю. И протягиваем через обе петли. Вот. И снова делаем 1, 2, 2 воздушных петли. И третьим приемом протягиваем через обе петельки. Вот снова у нас получается такой столбик. И точно так же 5 пар виточков обвиваем этот маленький столбик. И протягиваем ниточку через все петельки на крючке. Протянули. Старайтесь вытягивать ее чуть-чуть свободненько, чтобы у нас вот это вот место между столбиками, ну как бы не стягивалось сильно. И снова вниз. 1, 2, 1, 2, 3. И вот так вот мы с вами будем вязать обвитые столбики. Вот такие вот они у нас красивые обвитые столбики будут вдоль всей линии шнура. Вяжем, набираемся терпения и вяжем. Ленточка должна получиться ровненькая, не перекошенная ни влево, ни вправо. То есть, в общем, такая. Ну и вот последний столбик обвиваем, как обычно, да. 1 пара, 2, 3, 4, 5. Протягиваем ниточку, делаем глухую петлю, 1, 2 воздушных и третью через обе петельки. Вот мы с вами закончили ряд. Теперь делаем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Поворачиваем нашу ленточку.
И вот у нас столбики 1, 2. После второго столбика делаем столбик без накида. Вот так вот провязали. И снова делаем 5 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5. И столбик без накида через 2 столбика. И вот мы с вами должны вот такими вот арочками, закрепляя их через один столбик, через 2, 3, 4, 5. И вот мы до конца ряда обвяжем с вами столбики вот такими вот арочками. Итак, мы заканчиваем ряд арочек. Провязываем еще 2, 3, 4, 5 петель и закрепляем за последним столбиком. Вот здесь за последним столбиком тут такая вот дырочка, чтобы не ерзал столбик. Вот сюда можно закрепить. Закрепляем. Закрепили. Теперь поворачиваем. Поворачиваем и начинаем обвязывать столбиками вот эти вот арочки. Обвязка у нас будет очень простая, легко выполнимая. Вяжем столбик без накида. 1, 2 и 3. Теперь вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И снова вяжем 3 столбика. 1 столбик, 2 и 3. 3 столбика связали. И вот у нас с вами получается эта арочка обвязана такой вот простой обвязочкой. Следующую арочку, то есть здесь закончили 3 столбик и сразу же крючок вводим под следующую арочку и вяжем снова 1, 2, 3 столбика. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И снова делаем 3 столбика. 1, 2, 3. И вот таким образом мы продолжаем вязать, ввязывать все наши арочки до конца ряда. Вот мы с вами почти закончили вязать. Смотрите, вот эта ниточка, которую мы начали вязать, чтобы она нам с вами не мешала, ее можно просто закрепить под вязание последних арочек, да, чтобы ее потом не закреплять, не прятать хвостик, мы его прячем во время вязания. Делаем, как обычно, обвязочку, но уже мы с вами вот под эти столбики спрячем ниточку. И тогда нам не нужно будет ее закреплять. И заканчиваем обвязку до конца ряда, как обычно. Да, 3 столбика, 3 петельки и снова 3 столбика. Вот, провязали. Вот и последнюю арочку обвязываем. 1, 2, 3 и делаем 1, 2, 3 воздушных петли и 1, 2, 3 столбика сделали. И вот у нас с вами в конце, вернее в начале ряда, получается здесь такой точно столбик из воздушных петелек, которым мы начинали вязание. Его мы просто обвяжем 1, 2, 3, 4, ну давайте и 5-ю петлю вот обвяжем, чтобы у нас вот была такая красивая законченная обвязочка, да? Закончили. Теперь переходим, эту ниточку теперь можно будет просто обрезать. Теперь смотрите, вот у нас гусеничка, как мы ее обвяжем с другой стороны.
С другой стороны я хочу ее обвязать просто глухими петлями или соединительными петлями. Вот сейчас сделали воздушную петлю, одну петлю, в следующую вводим крючок и делаем вот так за один прием соединительную петлю, протянули. Снова сделали воздушную петлю, ну, обычную петлю, да, и снова вводим крючок в следующую петлю на шнуре и делаем соединительную. Снова петля, вводим крючок, соединительную, петля, вводим крючок, за один прием вот так вот делаем соединительную, петля, соединительная, петля, соединительная. Обвязка несложная, но просто нужно внимательно следить за последовательностью, чтобы не сбиваться с ритма. И вот смотрите, у нас получается, ну вот что-то как будто на косичку похож краешек. И вот всю длину нашего шнура нам теперь нужно обвязать вот такой вот обвязкой. Вот так вот. И вот так продолжаем вязание до конца ряда. Итак, мы заканчиваем с вами вязание вот такой вот обвязочки вокруг. Петля глухая, воздушная, петля глухая, воздушная, еще соединительная, снова воздушная, соединительная, воздушная и, наверное, вот сюда тоже соединительная. Вот теперь смотрите, мы с вами добрались до цепочки из воздушных петель с противоположной стороны нашего шнура. Да, вот здесь вот мы обвязали ее вот таким вот образом. Значит, и с этой стороны сделаем аналогичную обвязку. Просто обвяжем вот этот вот шнурочек несколькими столбиками без накида. Да? Как вяжем столбик, мы знаем, да? Вот такие вот столбики без накида. 3, 4, 5. Вот смотрите, вот так вот плотненько обвязываем. Вот так у нас вот получилось. Теперь давайте еще один столбик без накида вот под эту вот цепочечку. И вот у нас получается вот такой вот краешек. Теперь мы с вами обрезаем ниточку, протягиваем ее через петельку. Теперь заправляем хвостик ниточки в иголку. И нам нужно с вами красиво завершить наше вязание, да? Вот этот вот последний кусочек, вот мы просто вводим иголку в первую петлю, которая там идет следующая. И вот у нас получается практически как бы одно целое. И дальше мы просто протягиваем нашу ниточку под петлями. Под петлями можно вот столбика протянуть. И вот этот хвостик ниточки у нас закрепится вот в эти вот. Мы его просто прячем под. Давайте на изнаночку можем выйти, чтобы не страшно было с лица вдруг петелька. И вот в эту косичку на несколько сантиметров можно протянуть вот так вот и закрепить. И все. И теперь наш с вами хвостик никуда не денется. Всю ниточку обрежем близко. И наш шнур с вами готов. И вот мы с вами получили вот такой вот шнур. Вот у нас с вами получилось 2 метра вот такой вот красоты. Этот шнур вы можете использовать не только, как я использую для платья, и можно отделать край любого изделия. С вами была Людмила Вдовиченко. До свидания.